Ребят, всем привет, с вами Норильский, канал Автовоевода. Когда я выпустил видосик по показаниям инпы именно моей 39-ки, 2,5, 170 лошадиных сил, и я там такую темку затронул, что у меня после установки лямбд по первым 3 цилиндрам, это по первой лямбде, первый, второй, третий цилиндр, вываливаются по равномерности за 1000, и из-за этого коррекции уводят в минус 50. Там дикая коррекция идет, это ненормально. И вот здесь вот есть косячок, у меня добавочное значение адаптации 1 минус 43, вот именно по первой лямбде уходит в минус 43, вторая так ближе к нулю. Я считаю, что вот у меня первый цилиндр вываливается по равномерности. Я считаю, что там происходит плохое горение и кислорода много, лямбды распознают это как бедную смесь и начинают добавлять еще топливо. Вот надо бороться с этой ситуацией. Либо катушка, свеча. Много вариантов. Не знаю, будет видео, не будет. На бортовом компьютере у меня в то время показывало где-то 16-16,5, но это дико много. Причем 16 показывает без учета расхода бензина, который израсходовался во время стоянки. То есть эта 39-ка рассчитывает таким образом расход средний, только когда ты в движении. Как только машина остановилась, прекратился расчет расхода среднего. Вот если на моей Фабии, на Шкоде, то там, как только ты остановился, идет средний расход с учетом стоянки. То есть если машина у меня зимой прогревается по 30 минут, да, я там ставлю автозапуск по температуре, то у меня расход там по 40 литров она пишет на 100 километров. То есть Фабия учитывает, сколько я расходую бензина на 100 километров с учетом вот этого простоя, расхода во время стоянки. Машина же работает, все равно расход идет. А многие спрашивают, какой вложили производители сюда средний расход. А в этом нетрудно догадаться, потому что когда мозги обнуленные, когда вот, скидывал клемму аккумулятора или адаптации сбрасывал, и на табло загорается 12 литров на 100 километров. То есть сам производитель усреднил до 12 литров. Если ты наваливаешь, то, соответственно, уходит 12,1, 12,2. А если где-то идешь накатом, наоборот, снижается на 11,8, 11,9. И вот к чему я веду. Сейчас вот у нас железнодорожный переезд. Я начал бороться с этой неисправностью и увидел, что у меня по первому цилиндру, иногда по второму, происходит выпадение по равномерности за 1000. Кто показания по НП знает, они поймут, о чем я. Считается норма до 1000, но если больше 1000, уже считается не есть хорошо. И я обратил внимание, что именно по первым 3 цилиндрам, первая лямбда, корректирует смесь с учетом того, что много воздуха. Она начинает подливать топливо. Но я предположил, что либо свеча, катушка, либо форсунка. Но как я исключил катушку и свечи, я просто поменял местами с первых 3 цилиндров на 4, 5, 6 катушки и свечи, и ничего не поменялось. То есть картина оставалась та же. То есть все свечи, которые хорошо работали в 4, 5, 6 цилиндре, также плохо работали в 1, 2, 3. Но я уже не говорю о том, что там плохая компрессия. Об этом мы как бы поначалу уже не думаем. Все рассчитываем на то, что все нормально. Проблемы не такие глобальные. И
я, естественно, принялся чистить форсунки. А форсунки, ну, чуть ли не болезнь на этих М52, да и М54, они очень часто забиваются, и происходит плохой распыл, и происходит то же самое. Лямбда видит, что много воздуха, проходит плохое горение и начинает подливать топливо. Ну, она-то не понимает, что топлива и так достаточно. Поменял фильтр топливный. На форсунках колечки уже дубовые стали, порассыхались. И фильтрики, обратите внимание, прям вообще уже засорились конкретно. Замерял давление на рампе, в принципе, давление нормальное. Возможно, вот из-за этих фильтриков и то, что форсунки были не промыты, был плохой распыл и было плохое сгорание. Я не стал вот это видео снимать, как мою форсунки. Точно так же подключал плюс-минус к разъему форсунки и очистителем карбюратора подавал туда топливо через шприц. Шприц очень плотно одевается на форсунку и довольно-таки хорошо промывается. Ехать стало заметно лучше после помывки форсунок. Сейчас у меня тест-драйв. Понарыли, начинается лето. Как только лето, все, с ума сошли с этим асфальтом. Вот уже 12,4. Но у нас в Норильске вот такая вот езда в городе. Пешеходный, сломанный асфальт, светофор. То есть здесь рассчитывать на низкий расход не приходится. Вот сейчас я думаю, что выйду на трассу уже на Каирканскую, и тогда будет поменьше расход. Посмотрим, упадет до какой цифры. Вчера проехался минут 30 по городу. Ну, также машина была заведенная, 12 литров показывал после того, как только завел ее. И по городу 30 минут покатался, показала 12,8. То есть вот с этой ездой там пешеходный светофор, асфальт. Асфальт я имею в виду, когда его нет, сломанный асфальт. Как только вот форсунку начинаешь мыть, вот только-только, распыл идет какой-то беспорядочный. И потом, видать, уже когда начинает средство действовать для промывки, уже так выравнивается, распыл становится более, ну, заметный. Итак, ребят, смотрите. 11 литров в смешанном режиме. Получилось, проехал 99,7. Ну, почти 100 километров. И получилось ровно 11 литров. Сейчас вот к гаражу подъехал и 11 литров. Но это прям смешанный режим. Были частые разгоны и были участки, где можно было раскатиться. И смотрите, я выезжал, что подтверждает еще. Я выезжал, у меня было 43 литра. Сейчас 34,5. Ну, с учетом того, что, ну, по датчикам где-то будет маленько врать. Ну, примерно где-то так. Раньше я вот таких цифр вообще никогда не видел. Чтоб 11 литров у меня было 16-17, а по факту 20.
Сейчас еще покажу по НП, какие сейчас коррекции. Контроль состояния топлива включен. Вот такие вот данные по первому. Нагрузка хорошая, расход воздуха хороший. И вот такие сейчас коррекции. Все равно первый, второй, третий цилиндр уводит в минус 9. Но это уже не такая дикая коррекция, минус 50. Сейчас и по расходу, и по работе двигателя чувствуется. И вот такие вот данные по равномерности. Но все равно бывает, вот первый цилиндр что-то подпизживает. И я вот сколько смотрел на ютубе, именно МС-41 блок управления все равно уводит коррекции в минус у многих. Вот отпишитесь, у кого МС-41, у кого близки к нулю коррекции. Вот именно адаптационные значения. Напишите в комментариях. И какой у вас расход. Ну вот, ребят, такой тест-драйв. Расход 11 литров. Я считаю, это нормально для BMW. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.